Всем привет, друзья! Сегодня мы разберем, почему с 26 по 28 год могут стать переломными для мировой экономики и энергетики. И особое внимание мы уделим России, стране, которая находится в эпицентре риска. Это не спекуляции, а анализ, основанный на цифрах, исторических событиях и отчетах. Все ссылки будут даны в описании. Мы вспомним уроки кризисов, посмотрим на тревожные сигналы, такие как блэкаут в Испании и Индонезии, и разберем, что ждет мир и Россию. Главный вопрос – с какой вероятностью нас ждет системный сбой? Начнем. Экономические кризисы повторяются с периодичностью 30-50 лет. Давайте вспомним основные из них. 1929-1933 годы. Великая депрессия. Фондовый рынок США рухнул на 89%. ВВП сократился на 30%, а безработица достигла 25%. Причина – пузырь на бирже, банковские крахи и слабая реакция властей. 1973-1979 годы. Нефтяной кризис. Эмбарго ОПЕК взвинтила цены на нефть с 3 до 12 долларов. Инфляция в США поднялась до 13%. Началась стагфляция. Мир переосмыслил зависимость от нефти. 2008-2012 годы. Финансовый кризис. Ипотечный пузырь в США привел к краху Lehman Brothers. Глобальный ВВП упал на 0,1% в 2009 году, а в развитых странах на 3,5%. Банки залили рынки триллионами. Сегодня мы видим те же сигналы. Рекордные долги, хрупкие энергосистемы и революция. Для России это особенно важно. Ее экономика зависит от нефти и газа, а санкции усиливают уязвимость. Давайте рассмотрим глобальные тренды. Ситуация на май 2025 года. Во-первых, это глобальный долг. Глобальный долг составляет 315 триллионов долларов или 333% мирового ВВП. К слову, в 2008 году он составлял всего 200 триллионов долларов. Высокие ставки давят на должников, а это от 4 до 6% в США и странах ЕС. Инфляция в США от 3 до 4%, в странах ЕС от 2,5 до 3%. В реальности же она составляет от 6 до 8%, это с учетом жилья и энергии. Потребительские настроения в США в апреле 2025 года упали до минимума за 15 месяцев. Доля доллара в резервах упала с 71% в 2000 году до 58% в 2024. БРИКС тестирует расчеты в юанях. ИИ угрожает 30% профессий. А это, на секундочку, от 400 до 800 миллионов рабочих мест к 2030 году. А также климат. Засухи и неурожай подняли цены на пшеницу и рис на 10-15%. Что же касается России. Россия – это особый случай. В 2023-2024 годах экономика России росла на 3-4% за счет военных расходов и бюджетных стимулов, но это перегрев. Вот ключевые риски. В 2024 году инфляция достигла рекордных 9-10%. В 2025 ожидается 6-7%. Центробанк Российской Федерации поднял ключевую ставку до 21% в октябре 2024 года, что охладило кредитование. В 2025 году дефицит может достичь 3% ВВП, а это примерно 10 триллионов рублей, если цены на нефть упадут до 40-45 долларов за баррель. Нефтегазовые расходы – это треть бюджета. Ограничения на экспорт нефти и газа сократили доходы. В 2024 году Россия заработала 189 миллиардов долларов на нефть, но риски падения цен растут из-за роста добычи в США и слабого спроса в Китае. И кадровый дефицит. Нехватка рабочих рук приводит к росту зарплат, плюс 10% в 2024 году, но тормозит производство. Перегрев из-за военных расходов и санкций создают хрупкую ситуацию. Экономика может замедлиться до 1-2% в 2025 году. Что же касается глобальных сбоев 2025 года. Энергетика – это ахиллесова пята цивилизации, и два блэкаута 2025 года это доказали. 28 апреля 2025 года. Пиренейский полуостров. Потеря 15 гигаватт мощности из-за сбоя в линии электропередач 400 кВт между Францией и Испанией. Погибло 8 человек, ущерб примерно 1,5 миллиарда долларов.
2 мая 2025 года. Бали, Индонезия. Сбой в подводных кабелях с Явы оставил без света почти 1 миллион потребителей. Хаос в аэропорту, закрытие отелей. Спрос на электроэнергию ежегодно растет на 2-3%. Все это из-за криптомайнинга, электромобилей и искусственного интеллекта. Но сети устаревают. К 2030 году прогнозируется примерно 10% дефицита мощности. Вернемся к России. Россия – это крупнейший экспортер нефти и газа, но энергетические риски огромны. Например, экспорт. В 2024 году нефть принесла России 189 миллиардов долларов, но ЦБ РФ предупреждает о риске обвала цен, как в 1980-х, из-за увеличения добычи в США и слабого спроса в Китае. При $40 за баррель экспорт сократится на 30%. Инфраструктура. Санкции ограничивают доступ к технологиям для бурения и обслуживания. Подводные кабели и трубопроводы уязвимы для диверсий. Геополитика. Эскалация на Ближнем Востоке или блокада Ормузского пролива может взвинтить цены, но также усилить санкции. Внутренние риски. Спрос на электроэнергию для ИИ и дата-центров растет, но сети в регионах устарели. Локальные блэкауты в 2024 году, например, в Сибири, уже случались. Энергетика России – это одновременно и сила, и слабость страны. Падение цен и сбои могут сильно ударить по экономике. Так почему же с 26 по 28 годы это годы повышенного риска? Глобальным фактором можно отнести следующее. Рефинансирование долгов при ставках 4-6%, а риск дефолта в Китае или Италии около 20%. Инвестиции в ИИ составляют около 200 миллиардов долларов, добавят около 7% к ВВП к 2028 году, но при этом сократят миллионы рабочих мест. Геополитика. Вероятность утраты статуса доллара к 2030 году составляет около 10-15%, а также энергетика. Дефицит мощностей и рост цен на энергию примерно на 20-30%. Россия же столкнется с уникальными вызовами. Во-первых, это санкции, хотя их уже сложно назвать уникальными. Ограничения на технологии и рынки сбыта тормозят рост. Экспорт в Китай и Индию растет, но не может заменить потерю Европы. Что касается нефти и газа. Центробанк Российской Федерации видит риск 18-летнего периода низких цен, как в период с 1985 по 2003 годы. Нехватка специалистов и отток квалифицированных кадров, по оценкам около 550 тысяч 2022 года, ограничивают внедрение ИИ и новых технологий. Также существуют проблемы с бюджетом. Военные расходы составляют около 30% этого самого бюджета. Вытесняют инвестиции в инфраструктуру и социальные программы, усиливая неравенство. Если санкции ужесточатся или нефть подешевеет, то Россия может столкнуться с замедлением роста в период с 26 по 28 годы примерно до 1%. Для мира можно выделить 4 глобальных сценария, которые мы сейчас и рассмотрим. Во-первых, это мягкая просадка, вероятность примерно 40%. Рост ВВП примерно на 3% в 2025-2026 годах. Долг рефинансируется и создает рабочие места. Но есть риск, это геополитическая напряженность. Второй вариант. Вероятность его 30%, и это финансовый кризис 2.0. Дефолт крупной экономики. Падение рынков на 40-50%, ВВП на 5-10%. Существующий риск – это долговая нагрузка 333% ВВП. Третий вариант. Его вероятность составляет порядка 20%. И это энергетический кризис. А конкретнее это блэкауты, рост цен на электроэнергию на 20-30%. И опять же существует риск. Это устаревшие сети и климатическая ситуация. И четвертый вариант. Это комбинированный кризис. Его вероятность порядка 10%. Чем он характеризуется? Это долги, блэкауты, геополитический шок. ВВП падает на 15-20%. И к рискам также можно отнести, например, кибератаки. Для России же сценарий нужно адаптировать с учетом ее экономики. И первый вариант – это мягкая просадка. Вероятность такого сценария примерно 35%. В нем нефть держится на уровне $67 за баррель. Инфляция падает до 4-5%, а рост ВВП составляет от 1 до 2%. Для возникновения такого сценария требуется бюджетная консолидация и смягчение санкций.
Это можно аргументировать тем, что в 2024 году была достаточно позитивная статистика. Это примерно плюс 3% ВВП. Это дает запас прочности, но перегрев исчерпан. Также с вероятностью 35% можно предположить, что будет стагнация. Нефть падает до 40-50 долларов за баррель, рост ВВП до 1%, а инфляция от 6 до 8%. Бюджетный дефицит растет, кредитование замедляется. Это можно аргументировать высокими ставками, около 21%, и торможение роста в связи с наличием санкций. И есть также риски стагфляции. С вероятностью примерно 20% можно ожидать энергетический шок, падение экспорта из-за санкций или блокады Ормузского пролива. Доходы от нефти падают на 30%, а дефицит бюджета примерно 5% ВВП. Аргументировать можно уязвимостью инфраструктуры и сильной зависимостью от нефти, составляющей примерно 30% от бюджета. Также можно выделить 10% вероятности на системный кризис. Системный кризис подразумевает комбинацию низких цен на нефть, ужесточение санкций и внутренних сбоев, например, блэкауты. ВВП падает на 5-10%, гиперинфляция. Чем можно это аргументировать? Вероятность, конечно, низкая, но прогнозы Центробанка указывают на возможность такого худшего сценария. Вероятности для России чуть смещены к стагнации из-за санкций и нефтяной зависимости, но мягкая посадка возможна при высоких ценах на нефть. 2026 по 2028 годы – это время испытаний для России и мира. Блэкауты, долги и санкции показывают, что система на пределе. Россия, как и мир, балансирует между стабильностью и кризисом. Мы не предсказываем будущее, но анализируем риски. Какой сценарий кажется реальным вам? Пишите в комментариях и подписывайтесь, если хотите больше интересного контента.